Всем по привету, всем здрасте, всех с наступающим Новым годом. Счастья, позитива, добра и мирного неба всем. А можете меня поздравить, у нас под конец года такое событие. Вот мы купили машину, что не может нас не радовать, это большой шаг. Купили мы, как говорится, не просто, да, там машину, а, ну, там, с рук, да, там, типа, там, 2-3 тысячи евро, то есть, нет, мы купили в салоне, с пробегом, понятно, 70 тысяч, Гольф 15 года, то есть, это Гольф 7, автомат, коробка. Гарантия полгода на этот автомобиль, то есть мы покупали в хорошем состоянии, чтобы все было четко, все работало, чтобы было комфортно. Обзор машины потом, конечно же, я для вас сниму. NCT пройден сразу на 2 года, то есть сейчас я буду выпускать такую, да, серию роликов про уже автомобиль, про то, как мы, у нас пройден уже NCT на 2 года. Вот в чем главная ошибка, да, украинцев, которые начинают покупать раз дешевые автомобили, и, то есть дешевые в чем, потому что год, да, ихнего производства, уже машины старые, то есть там 5, 6, 7, 8, 9, 10 года, это все неприемлемо. То есть, ну, скупой платит дважды, эту пословицу никто не отменял и не отменит. Так что люди покупают и потом влетают на страховки, влетают на большие ремонты. Этот автомобиль, конечно, не предел наших мечтаний. Повторюсь, это семейный, да, наш автомобиль. То есть это не лично я там купил, мы вместе с женой. То есть тут сразу добавлено 2 уже драйвера. Оформляли мы страховку, она нам вышла в маленькую сумму, все удивлены. Расскажу, как вам, какую компанию выбрать, да, и как лучше подобрать машину, да, чтобы страховка была меньше. Оформляли мы пока есть страховку на Learner. То есть у нас пока еще Learner права. Вот такая вот, да, L-очка. Про нее тоже расскажу. NCT на 2 года. До 26 годика. 70 тысяч пробега. Дальше, это обратно паспорт NCT. Это все делали нам именно автосалон. То есть мы приехали, выбрали машину, и они сразу в течение недели прошли NCT, зарегистрировали машину. То есть полностью машина была, она вообще с Японии. То есть они возят машины с Японии, так как вы знаете, в Японии также руль находится, да, справа. Следующий момент, это вот я уже оформил Tax Road, сам оформил, в смысле, ну, вот, да, то есть расскажу, как его оформить онлайн, и также оформил страховочку, то есть это вот тоже бумажка от страховки, то есть все мы вырезали, все диски установили на переднее стекло, и серия, да, вот этих всех роликов будет. Вначале я сниму обзор на автомобиль, покажу, сразу говорю, я не буду там хвастаться, в смысле, это не предел моих мечтаний. Я хотел, конечно же, кроссовер, что-то мощное, типа какого-то Range Rover, но, понимаете, да, это понты для бедных, это от заправки до заправки, это большой Tax Road, это огромная будет первая страховка, потому что у вас нет опыта, а чем больше объем, тем больше вам накидывают, потому что машина мощнее, то есть и вероятность того, что вы разгонитесь, куда-то врежетесь, последствия будут очень плачевные. Ну, это все я расскажу уже, когда буду рассказывать, какую страховку я оформлял, то есть мою, да, компанию, и какая цена, и по какому принципу вообще мы выбирали автомобиль. То есть вот это все я вам расскажу, чтобы вы понимали, как вы сможете сэкономить. Понятное дело, все хотят Mercedes, BMW, я тоже не против бы, они шикарные, это другой премиум класс и так далее, но, повторюсь, это понты для бедных. Это просто вы прыгаете выше своей головы. То есть зачем это делать, непонятно. То есть если вы хотите BMW, пойдите возьмите новенькую там за 50, 60, 70 тысяч евро и катайтесь, и не знаете себе никакого горя. Но вы же покупаете старые ведра с болтами, да, на колесах. Хотя, понятное дело, кто-то скажет, это немецкое качество, премиум, Audi, там, Mercedes, BMW, это понятно. Но год какой у них? Любая машина, она рано или поздно, срок действия, да, эксплуатации того или иного агрегата автомобиля придет к концу. Как бы вы этого
кто хочет, не хочет. И ремонт всегда машин премиум класса дороже. То есть там поменять масло в Volkswagen Golf будет одна цена, а в Мерсе каком-то, да, навороченном крутом будет другая. То есть это такой закон, так это работает. То есть хочешь быть богаче, хочешь, чтобы у тебя была круче машина, плати за это большие деньги. То есть я обратно же рад, это просто позитив. Машину мы уже купили, конечно же, не прямо сейчас, прям, да, не с пылу жару. Уже 2 недели прошло, пока все произошло. Нам ее привезли прям, у нас была с доставкой, но мы выпросили доставку бесплатно. Я показал свой, да, ну, человек помог, ну, с нами был, да, переводчик, мой друг, и он помог именно как? Он говорит, он типа ютубер, там, инфлюенсер, то есть я показал ютуб, и, типа, можно, типа, хотя бы какую-то, типа, скидочку, ну, типа, выпросили, короче, мы доставку. А доставка, мы покупали, салон находится почти под Дублином, то есть, если, ну, она была не бесплатная, то так минимум было евро 400, так точно. Привезли, довольный, цвет необычный такой у нас, purple, да, но он темно-purple, то есть, когда ты вечером подходишь к машине, либо ночью, да, на нее смотришь, она как будто черная, то есть, когда солнышко, то она переливается, и такая она темно-фиолетово, с темным оттенком, то есть, ну, прикольная, нам нравится, я хотя дядя, да, не маленький, но влажу, все хорошо, то есть, обратно же, когда я сниму обзор, я скажу, почему выбрали именно эту машину, то есть, Volkswagen Golf. Что еще? Потом видео сниму, ясное дело, про то, как оформлял Tax Road, расскажу немножко про NCT и расскажу главное, конечно же, какую компанию выбрали страхование. Это очень важно. Скажу сразу, что большинство компаний не то что отказывали, они просили, чтобы мы подъехали в их офис. То есть у нас городок маленький, ни одного офиса, никакой страховой компании у нас нету. То есть, и, ну, трудно было подгадать, чтобы человек с нами, да, поехал, помог. То есть, ну, короче, ну, я нашел такую компанию, которая просто в телефонном режиме все оформила. То есть мы заявку оставили на их сайте, и потом нам перезвонили, мы все уточнили, то есть мы сами все сделали с помощью Google Translate, даже он практически нам не понадобился, то есть все было понятно, то есть все доступно, понятно, и главное, что мы, сейчас повторяю, оформлялись на Learner, 2 драйвера сразу на одну страховку, Learner, вы понимаете, да? То есть это максимально дорогущее, ну, удовольствие. Ну, хотя у нас она недорогая в общей сложности. Люди, когда узнают, они офигевают. Да, так случилось. И вот главная проблема, что украинцы с украинскими правами не хотят сдавать. Они ждут до последнего. И потом удивляются, что им отказывают. Не забывайте, что украинские права не отличаются. Правила отличаются. Руль не на той стороне. То есть априори вы даже в курсе, что многие тупят. Они утверждают, что если у тебя Learner и рядом сидит у тебя украинский, да, водитель с правами, у которого там 2 года стажа и больше, это понятно. Ну, стаж это такое, знаете, просто вписал человека в страховку, в машину, и типа он ездит. По-настоящему он может вообще за руль и не садиться. Просто у него есть права, и стаж просто капает ему. Все, так в Ирландии многие делают. То есть, по факту, многие вообще не ездят, просто их записывают вторым водителям, там, доплачивают 100 либо 2 в год за этого водителя компании, да, страховой, и все, у него просто капает ну, его, да, водительский стаж, а по факту он вообще не ездит. Дальше. Ошибка в том, что рядом сидит украинский драйвер, у него там 10 лет стажу, и все, и ученик, украинец, да, на своем автомобиле едет, ничего не боится, потому что рядом же опытный водитель. Ничего подобного. Спрашивали у всех официальных лиц, права эти так не работают. У вас должны быть действительные права ирландского образца. И вы должны минимум были ездить с ними, да, больше 2 лет. То есть, чтобы у вас N-ка, New Driver, было уже все, вы поменяли на полные ирландские права. И только такой человек может рядом с вами сидеть. И только тогда, если вас остановят, это не будет считаться каким-то, да, нарушением, вам не впиляют 3 поинта и сколько там, 160 либо 150 евро штрафа. Следующий момент, машинка у нас, ясно дело, что объем двигателя здесь небольшой, обратно же раскрою все, когда буду снимать обзор на машину. Зачем нам объем, зачем вообще людям объем, я не понимаю, если в Ирландии максимальная скорость на магистралях, то есть максимально, что человек может ехать на своем автомобиле в легальном поле, 120 км в час.
Объясните мне, зачем остальное все? Вот у меня, да, в моей машине тут просто, ну, указано, да, ну, я вообще по бумагам, там она может 190 до 200 чуть ли не разгоняться. Объясните мне, куда мне лететь? Зачем это, когда, ну, не знаю, там, кто-то умирает максимально, либо что? Ну, я просто хочу спросить у вас, зачем вы покупаете объем 2 литра и больше? Для чего это нужно просто? Для кого это нужно? Что с этим делать? Куда всю эту мощь, энергию и силу девать просто? Куда? Вот просто куда это все использовать? В какое русло это все направить? Я не знаю, это лично мое мнение. Понятное дело, что в будущем я хочу себе купить какой-то кроссовер, например, там, да, Hyundai Tucson. Понятно, что там уже для кроссовера это нормально, потому что он весит больше, то есть он объемнее, да, ему нужно больше мощи, чтобы двигать машину. Здесь же машинка маленькая, и я не понимаю вообще, кто покупает тоже, вот, например, вот эти, да, Volkswagen Гольфы, 2 литра объем, ну это просто, что это? Ну это просто гоночный уже болид, она же легенькая, там просто педаль нажал и просто фу, ну куда, я не знаю просто куда. Ощущение вот этой мощи, вот этого форсажа, да, Доминик Торетто, там, семья это главное, да, я не знаю просто для чего. Ну, непонятно. Я уже повторял в этом видео, говорил, что да, это автомобиль не прям предел моих мечтаний, но это первый мой автомобиль. Кто меня смотрит, то знает, что у меня есть плейлист, там, где я рассказываю мой путь, да, с чего я начал. То есть я уже этот путь почти год, он продолжается, и вот у меня экзамен будет в феврале 25 года, должен быть. Я стою в листе ожидания. Жена тоже уже прошла обязательных 12 уроков, и тоже я уже записал на тест. Ее где-то тест будет лучшим, экзамен, то есть, все время путаю, да, экзамен где-то будет в мае, в июне. То есть, по факту, так вот, ну, к лету мы должны все уже быть с полными правами. Ну, такие вот, как говорится, новости у меня. Я считаю, что конец года у меня отличный. Не только у меня, у моей семьи. Я давно не выходил на связь, потому что было очень много, да, разных вещей. Делалось все, оформлялось там. То есть, ну, много чего произошло за этот период. И YouTube, да, немножко отошел. Но я его забрасывать не собираюсь, потому что в ближайшем будущем теперь будут автомобили, будет больше автомобильной тематики, будет больше путешествий, будет каких-то, да, полезных локаций, то есть будет больше такого, знаете, тревела уже и жизненного именно, уже рассказы про различные там законы, какие-то программы, там изменения, они будут, но уже акцент на них я делать не буду. Теперь есть уже автомобиль, где можно спокойно куда-то поехать, записать красивую вам картинку, рассказать, то есть, ну, формат меняется. Я всегда это говорил, что это все временно, пока я рассказываю все вот это вот, да, максимально там выплаты, когда будет, что изменилось. То есть я всегда повторял, что это все временно. Ну, с инфополя уходить я не собираюсь. То есть оно мне нравится вещать информацию. Я люблю быть на виду, я не виноват, я всю жизнь, как говорится, в торговле, да, начинал с рынка, так что мне это близко, я, ну, умею общаться с людьми, я думаю так. Может, кому-то я не нравлюсь, это понятное дело, но такая у меня, так я себя веду, так я живу уже 35 лет, и всем мил ты не будешь никогда. Так что, кто рад за меня и за мою семью, можете поставить лайк. Пишите в комментариях, какой ваш первый был автомобиль в Ирландии. Скажу сразу, да, я не одобряю покупать автомобиль с рук и покупать дешевые автомобили, там, 2, 3, 4, даже 5 тысяч. Ну, это и пробег, если больше 100 тысяч, это все-таки уже непонятно, что это за автомобиль. Кто-то скажет, да, 250 нормально, BMW будет до 400 ехать, качать, все класс. Ну, кому так хочется, я же не запрещаю, я просто говорю свое мнение, что я считаю, тем более, если ты не сам ездишь, да, у тебя рядом ребенок, семья твоя, то я хочу, чтобы моя семья и я ездили в комфорте, это первое, и второе, в безопасном автомобиле, и третье, это экономичный автомобиль, то есть, что, обратно же, по бюджету так не ударит. Через буквально, да, вот, 2-3 месяца, если я получу New Driver, то нам уже пересчитают страховку, еще она будет меньше, то есть, потому что уже у меня поменяется статус,
через 2 года, когда я откатаю, у меня будут полные права, страховка станет еще меньше. То есть в прямом смысле она будет снижаться каждый годик. И потом она будет все-таки комфортная. Сейчас, конечно, все-таки она не такая комфортная, но я скажу по тому, что я знаю, какие страховки люди покупают, там 2000, 2500, 3, да вы шо? Не, у меня такого нету. У меня чип, ниже. Так что я рад, что мы это все сделали, мы к этому давно и шли, мы стремились, я дальше стремлюсь. И, как говорится, всем советую это делать. Идите, вы сдавайте на ирландские права. Боже мой, выучите вы тот тест несчастный, ответьте на те вопросики просто, получите уже ученические права, и уже намного будет вам легче все оформлять и двигаться в Ирландии. То есть, потому что вы будете потихоньку интегрироваться, понимаете, интегрироваться в экосистему ирландскую. Украинские права, нужно про них потихоньку забывать. Ребята, как только временная защита закончится, все, вы на них не сможете нормально ездить и страховку продлевать. Никто вам, ни одна компания это не сделает. А там, конечно, это ваше движение, ваше решение. Буду закругляться. Еще раз говорю, всех с наступающим Новым годом. Всем позитива, хорошего настроения. Конечно же, мирного неба, чтобы в 2025 году все это закончилось, да, наладилось. И все люди перестали страдать от этой бесполезной, неадекватной войны, которая происходит на территории Украины. Я тем самым скажу, что 24 год меня порадовал. У меня очень много чего изменилось. Просто колоссально, кардинально. Не только машина и остальные аспекты, про которые потом я расскажу. Не все сразу, да. Я люблю поговорить, люблю отойти чуть-чуть, да, от главной темы в бок, в один, во второе. Ну, так я устроен. Когда с людьми общаюсь, я очень много могу, да, монолог выдать на 10 минут, и люди слушают, офигевшие, да, ты просто как пулемет, да, выдаешь информацию. Но вот такой я человек, вот так я себя чувствую. Я очень доволен, очень рад просто. Это такой, знаете, мед на душу в конце года. Никакого подарка больше и не надо, да, у нас вот Новый год, это вот автомобиль, да, это грандиозное событие. Вдумайтесь, 35 лет, не было никогда прав, не было никогда автомобиля, не было никогда вообще какого-то опыта вождения. Все это я этого достиг в Ирландии, в том числе и моя жена, то есть ей 33, да, то есть в прямом смысле мы вот такие вот первопроходцы, то есть для нас это какой-то нереальный экспириенс, это нереальное просто нереально, я не могу все вам передать, все эмоции, так что подписывайтесь на канал и смотрите мой плейлист, да, то есть вождение в Ирландии, получение прав в Ирландии, то есть плейлист будет тут вверху прикреплен, вы можете перейти, посмотреть все мои ролики, с чего я начинал, и вот продолжение этого всего, то есть финал, конечно, это будет, получается, если я получу сейчас New Driver, то финал будет только тогда, когда я уже отъезжу 2 года и уже получу полные права. То есть, по факту, эпопея с правами в Ирландии и вождением, да, и вообще автомобильная тема, она будет сниматься долго, еще и нудно. Различные рассказы, то есть показы. Я буду вам все рассказывать, о чем узнаю в машине. Понимаете, только что я научился, наконец-то, мать его, пользоваться этим всем климат-контролем, этой печкой и всеми вот этими благами. То есть, я не понимал, понимаете, да, все-таки все на английском. Все ты клацаешь, эти все тумблеры, короче, теперь автомобиль это целый мир, блин, это кайф, конечно, я всегда говорил, что можно справиться и без автомобиля, но в Ирландии с автомобилем ты свободен, ты максимально свободен и душой, и телом, и путешествие, то есть все для тебя открыты горизонты полностью, как-то так. Еще раз всех с наступающим Новым годом, добра, позитива. Всегда на связи, держу в курсе.